Представьте себе картину. 1200 человек съемочной группы. Декорации стоимостью в миллионы долларов. 500 миллиона зрителей в 150 странах ждут новую серию. И в центре всего этого она. Женщина, чье лицо стало визитной карточкой целой эпохи. Хюррем Султан. Мерьем Узерли. А теперь представьте, что в один прекрасный день эта женщина просто исчезает. Не уходит со скандалом. Не дает прощальных интервью. Не объясняет ничего. Просто исчезает. Со съемочной площадки самого дорогого сериала в истории турецкого телевидения. Турция в шоке. Продюсеры в ярости. Желтая пресса захлебывается заголовками: симулянтка, капризная немка, истеричка, которая хочет больше денег. А правда была настолько страшной, что о ней молчали почти 10 лет. Что на самом деле произошло с Мерьем Узерли за закрытыми дверями стамбульской гримерки? Какой диагноз поставили ей врачи немецкой клиники, и почему этот диагноз скрывали от прессы? Кто из самых близких людей предал ее именно в тот момент, когда ей нужна была помощь? И почему женщина, которая зарабатывала миллионы за серию, вдруг оказалась один на один с пустой квартирой, разорванным контрактом и мыслями, от которых волосы встают дыбом? В этом видео я расскажу вам всю историю. От и до. Без купюр. Без турецкого глянца. Без немецкой сдержанности. Так, как это было на самом деле. Вы узнаете, какая фраза партнера по съемочной площадке стала последней каплей, и после которой Мерьем заперлась в туалете и не выходила оттуда 2 часа. Вы услышите про 18-часовые смены, после которых она теряла сознание прямо в платье Хюррем, а ее приводили в чувство и снова ставили перед камерой. Узнаете, что произошло между ней и отцом ее ребенка, и почему она до сих пор не называет его имени в интервью. И, самое главное, увидите, как живет сегодня та самая Мерьем Узерли. Где она? С кем? На что? И почему говорит, что нынешняя ее жизнь счастливее всех миллионов, которые она потеряла? Эта история не просто рассказ про актрису. Это история женщины, которая заглянула в самую темную бездну, какую только может пережить человек, и вернулась оттуда другой. Сильнее. Тише. Настоящий. Устраивайтесь поудобнее. Налейте себе чай. И обязательно досмотрите до конца, чтобы понять, как актриса оказалась на этом краю, на краю срыва, на краю миллионного штрафа, на краю собственной жизни. Нам нужно вернуться туда, где все началось. В маленький немецкий город, где никто еще не подозревал, что родилась будущая султанша Османской империи. 12 августа 1983 года. Город Кассель, Западная Германия. Тихий, аккуратный, очень европейский, с подстриженными газонами, ратушей в центре и людьми, которые здороваются с соседями, но никогда не задают лишних вопросов. Именно здесь, в этом образцово-немецком мире, на свет появляется девочка с очень ненемецким именем Мерьем. Ее мать Урсула, настоящая немка. Светлая, сдержанная, с тем самым северным спокойствием, которое многие в этих краях впитывают буквально с молоком. А отец, Хусейн, турок. Темпераментный, шумный, с южной кровью, которая в Касселе казалась чем-то почти экзотическим. И вот представьте себе ребенка, в котором смешались две эти стихии. Север и юг. Лед и огонь. Германия и Турция. Две культуры, две религии, два совершенно разных способа смотреть на мир, и все это внутри одной маленькой девочки. С самого начала Мерьем Узерли не вписывалась никуда. В школе ее внешность бросалась в глаза мгновенно. Густые темные волосы, выразительные глаза, чуть смуглая кожа. На фоне белокурых немецких сверстниц она выглядела так, будто ее случайно перенесли сюда из совсем другой страны.
Одноклассники не были злыми, но они были другими. И маленькая Мирьям очень рано поняла одну простую, но болезненную вещь: ты всегда будешь немного чужой. И там, и там. Для немцев слишком восточная. Для турецких родственников слишком западная. Слишком свободная. Слишком прямая. Слишком немка. Знаете, что интересно? Дети, которые растут вот так, на стыке двух миров, часто становятся одним из двух. Либо замыкаются в себе и всю жизнь пытаются спрятаться. Либо, наоборот, учатся играть. Перевоплощаться. Подстраиваться. Они с пеленок понимают, что мир — это сцена, а они на ней — актеры. Мирьям выбрала второй путь. Только она тогда еще об этом не знала. В школе ее начали звать на каждый театральный спектакль. Учителя видели в этой девочке что-то особенное, какую-то взрослую глубину в глазах, какую-то готовность отдавать себя зрителю целиком. Она читала стихи на школьных праздниках. Играла в постановках. И каждый раз, выходя на сцену, чувствовала странную вещь: вот здесь, в свете прожекторов, в чужой роли, в чужом костюме, она наконец-то была собой. Парадокс, но именно так. При этом, если бы вы тогда спросили маленькую Мирьям, кем она хочет стать, когда вырастет, она бы вряд ли сразу сказала «актрисой». Сначала она мечтала быть полицейским. Представляла себе форму, погоны, как она ловит преступников и наводит в мире порядок. Потом врачом. Хотела спасать людей, лечить, помогать. Очень правильные, очень благородные детские мечты. И только третьей в этом списке появилась актриса. Но вот именно эта третья мечта почему-то оказалась той самой. Той, которая загорелась в глазах и больше не погасла. В 5 лет она впервые вышла на настоящую большую сцену. 5 лет, представьте себе. Многие в этом возрасте боятся выступать даже на утреннике в детском саду. А эта девочка спокойно стояла перед залом, полным незнакомых людей, и говорила свой текст так, будто делала это всю жизнь. Ее родители смотрели на это и понимали: у нас растет не просто талантливый ребенок. У нас растет кто-то, кому уже сейчас тесно в Касселе. И в Германии, пожалуй, тоже. Хусейн, отец турок, где-то в глубине души, наверное, уже тогда чувствовал: его дочь рано или поздно вернется на его историческую родину. Не как туристка, не как гостья, а как кто-то, кого там будут знать в лицо все. Но он, конечно, и представить себе не мог, в каком именно качестве. Он не мог представить, что его маленькая Мирьям однажды наденет роскошное платье султанши XVI века. Что она будет играть женщину, имя которой в турецкой истории произносится с почти религиозным трепетом. Что миллионы людей по всему миру, от Латинской Америки до арабских стран, будут видеть в его дочери не Мирьям Узерли из Касселя, а Хюррем Султан. Ту самую. Легендарную. Роксолану. И уж тем более никто из них тогда не мог знать, какой ценой эта роль ей достанется. Потому что пока маленькая Мирьям рисовала в своем воображении погоны полицейского, белый халат врача и свет театральных прожекторов, судьба готовила ей сценарий пожестче. Сценарий, в котором будет все: оглушительная слава, безумные деньги, бессонные ночи, разбитое сердце, нервный срыв и одно очень страшное слово, которое позже произнесут врачи. Но до этого еще далеко. А пока ей всего лишь нужно было вырасти. Закончить школу. И решиться сделать шаг, который изменит ее жизнь. Шаг, после которого пути назад уже не будет. Когда Мирьям закончила школу, перед ней встал вопрос, знакомый, наверное, каждому из вас. Куда идти? Что выбирать? Безопасный путь или тот, от которого внутри все дрожит, но который зовет? Она выбрала второе. Мирьям Узерли поступила в актерскую школу в Германии,
в одну из тех, куда конкурс жестокий, а отсев безжалостный. И там, в учебных аудиториях, на маленьких сценах, в бесконечных репетициях, она начала превращаться из талантливой девочки в настоящую актрису. Училась дышать так, как нужно для камеры. Училась плакать по команде. Училась молчать так, чтобы зрителю было страшно от этой тишины. Параллельно модельная карьера. Журналы, рекламные съемки, кастинги. Деньги были скромные, но они позволяли жить и не зависеть от родителей. Потом первые маленькие роли в немецком кино. Эпизоды, второстепенные персонажи. Ничего громкого. Ничего такого, после чего проснешься знаменитой. И вот здесь надо честно сказать одну вещь. К 25 годам Мирьем была хорошей, добротной немецкой актрисой среднего звена. Не звездой. Не лицом с обложек. Просто одной из многих, кто пытается пробиться. И если бы все пошло по обычному сценарию, мы бы сейчас о ней не говорили. Она бы тихо снималась в каких-то немецких сериалах, играла бы вторые роли, может быть, дослужилась бы до своего маленького места в индустрии. И все. Но в 2010 году раздался звонок. Звонок из Турции. В Стамбуле готовился запуск масштабного исторического проекта, сериала о золотом веке Османской империи. О султане Сулеймане Великолепном. И о женщине, которая перевернула всю историю династии Хюррем-Султан. Той самой украинки по происхождению, которая из обычной наложницы превратилась в самую влиятельную женщину империи. Продюсерам нужна была актриса на главную женскую роль. И задача стояла почти невозможная. Найти девушку, которая будет одновременно европейской, потому что Хюррем по легенде славянка и восточной по духу. Найти ту, которая сыграет и хрупкую пленницу, и хитрую интриганку, и любящую мать, и безжалостную правительницу. Одна женщина, 5, 10, 15 разных лиц. На кастинг пришли сотни актрис. Со всей Турции. Из Европы. С постсоветского пространства. Красивые. Опытные. С громкими именами. И среди них Мирьем Узерли. Девочка из Каселя, которая почти не говорит по-турецки. Вот это очень важный момент. Запомните его. Мирьем приехала на пробы с одним маленьким преимуществом – отцовскими корнями, и с одним огромным недостатком – турецкий язык она знала на уровне «здравствуйте», «спасибо», «до свидания». А ей нужно было играть на этом языке. Произносить сложные исторические монологи. Чувствовать каждое слово, каждую интонацию. Это все равно, что попросить актера без подготовки сыграть Шекспира на старофранцузском. И все-таки она пошла. На первой пробе ее чуть не отсеяли. По воспоминаниям людей, которые были тогда в зале, режиссер уже почти махнул рукой. Слишком молодая. Слишком немецкая. Слишком не наша. Но что-то заставило его сказать: еще одну сцену. Последнюю. И вот здесь момент, после которого начинается уже совсем другая история. Ей дали отрывок. Сцена, где Хюррем впервые осознает свою силу. Где из испуганной девочки внутри нее рождается будущая султанша. И Мирьем, почти не понимающая, что она произносит на чужом языке, играет это не словами. Она играет глазами. Она играет дыханием. Она играет тем самым раздвоением, которое таскала в себе с детства. Этой готовностью быть и хрупкой, и стальной в одну и ту же секунду. И режиссер замолчал. В пробной комнате повисла тишина, та самая, по которой профессионалы безошибочно узнают: вот оно. Вот мы только что нашли. Представьте себя на ее месте. Вы стоите перед камерой. Вы говорите на языке, который понимаете через слово.
От этих 5 минут зависит вся ваша жизнь. И вы выкладываетесь. Не потому, что вы уверены в себе, а потому, что у вас просто нет другого варианта. Через несколько дней ей позвонили и сказали 2 слова, которые перевернули все. Роль ваша. Кстати, маленький, но очень показательный факт о Мерьем Узерли. Уже на съемочной площадке она настолько глубоко вживалась в роль, что турецкий язык, тот самый, который она почти не знала, начал приходить к ней сам. За первый сезон сериала ее уровень вырос с бытового до свободного. Партнеры рассказывали, что она училась прямо в перерывах между дублями, записывала фразы на слух, повторяла ночами, спрашивала у костюмеров значение слов. Через год она уже давала интервью турецким журналистам без переводчика. Это, между прочим, говорит не просто о таланте, это говорит о характере. О той самой стальной воле, которую она будет так отчаянно искать в себе позже, когда все начнет рушиться. И вот сейчас, пока история еще только разгоняется, я очень попрошу вас об одной маленькой вещи. Если вам интересно, нажмите на кнопку подписки. Сделайте это прямо сейчас, пока не забыли. Поставьте лайк. Потому что то, что будет дальше, это уже не сказка про Золушку, которая пробилась в кино. Дальше начнется настоящее. Дальше будут цифры гонораров, от которых у вас отвиснет челюсть. Будет роман на съемочной площадке, о котором молчали годами. Будет та самая ночь, когда Мерьем Узерли исчезла со съемок «Великолепного века», и я расскажу вам, что именно произошло за закрытыми дверями в те самые часы. Будет диагноз, который врачи поставили ей в немецкой клинике. И будет момент, после которого вы, я уверен, будете глядеть на эту женщину совершенно другими глазами. Не выключайте. Самое интересное впереди. А пока Мерьем Узерли подписывает контракт. И не подозревает, что вместе с этим контрактом она подписывает приговор собственному психическому здоровью. 5 января 2011 года. Турция. Премьера сериала «Великолепный век». В этот вечер в Стамбуле остановилось буквально все. Улицы опустели. Кафе включили телевизоры. Семьи собрались у экранов так, как когда-то собирались у радио, когда передавали что-то по-настоящему важное. И вот на экране появляется она. Молодая рыжеволосая пленница с испуганными глазами, которую вводят во дворец султана. Мерьем Узерли. Хюррем. Никто в ту секунду еще не понимал, что только что произошло. Никто из зрителей. Никто из критиков. Даже сами создатели сериала. Потому что то, что началось после первой серии «Великолепного века», нельзя было назвать просто успехом. Это было землетрясение. Уже через несколько недель сериал превратился в национальную одержимость. По вторникам вечером турецкие города пустели. Магазины несли убытки. Рестораны перестраивали график. Появились шутки: если хочешь ограбить банк в Турции, делай это вечером во вторник, никто не заметит. Все смотрят, как Хюррем плетет интриги во дворце. А потом сериал начал выходить за пределы Турции. И вот тут произошло то, чего никто не ожидал. Великолепный век пробил границы. Сначала Балканы. Потом арабский мир. Потом Россия. Потом Центральная Азия. А потом, как огромная волна, сериал докатился до Латинской Америки. И вот это, дорогие зрители, отдельная история. Потому что в Чили «Великолепный век» в какой-то момент обгонял по рейтингам местные шоу. В Аргентине его обсуждали в передачах, как раньше обсуждали только теленовеллы. В Мексике женщины собирались группами, чтобы вместе смотреть очередную серию. В Перу, в Боливии, в Эквадоре, в Колумбии везде звучало одно и то же имя. Хюррем. И второе – Мерьем.
Сериал перевели больше, чем на 40 языков. Его показали в 60 странах. По разным оценкам, общая аудитория одного только этого проекта в какой-то момент достигла 500 миллионов человек. 500 миллиарда. Вдумайтесь в эту цифру. И в центре всего этого вулкана она. 28-летняя девочка из Касселя, которая еще пару лет назад играла эпизоды в немецких сериалах. Жизнь Мирьем Узерли изменилась не постепенно. Она изменилась за одну ночь. Утром она просыпалась в своей стамбульской квартире и не могла выйти за хлебом. На улице ее ждали папарацци. Фанатки приносили цветы прямо к подъезду. Незнакомые люди плакали, когда видели ее вживую, потому что Хюррем для них была уже не персонажем. Хюррем для них была живым человеком. Гонорары взлетели до уровня, который в Турции до нее не получала ни одна актриса. По данным турецкой прессы, к третьему сезону она зарабатывала больше 30 тысяч долларов за серию. 30 тысяч долларов. За одну серию. А серий было много. Очень много. К этим деньгам прибавились рекламные контракты. Косметика, ювелирные дома, модные бренды – все хотели ее лицо. Обложки журналов, от турецкого Vogue до арабских и европейских изданий. Красные дорожки. Премии. Премьеры. Мирьем Узерли стала первым настоящим экспортом турецкого телевидения в большой мир. До нее турецкие актрисы были известны в основном внутри страны. После нее турецкая индустрия превратилась в одного из главных игроков на глобальном рынке сериалов. Та самая волна турецких теленовел, которая позже захлестнет Латинскую Америку, Испанию и половину Европы, она началась именно с «Великолепного века». Именно с Хюррем. Именно с Мирьем. Со стороны это выглядело как идеальная сказка. Девочка из смешанной семьи, которая всю жизнь чувствовала себя не на своем месте, вдруг оказалась на самой вершине. Ее любили. Ее хотели. Ее копировали. Молодые девушки красили волосы в ее рыжий. Невесты на свадьбах просили прическу, как у Хюррем. В магазинах сметали платья, похожие на дворцовые. Это уже была не актриса. Это был культурный феномен. И вот здесь я хочу остановиться и сказать вам одну вещь от себя. Знаете, что меня всегда поражает в подобных историях? Со стороны – мечта. Со стороны – то, ради чего люди пашут всю жизнь. Деньги, признание, любовь миллионов. Казалось бы, чего еще желать? Но именно в этот момент, в момент абсолютной, ослепительной вершины, внутри человека начинает что-то ломаться. Тихо. Незаметно. Без шума. И никто этого еще не видит. Ни родные. Ни коллеги. Ни сама Мирьем. Потому что одно дело – мечтать о славе. И совсем другое – жить под ее прессом каждый божий день. 16-часовые смены. Парики, которые натирают кожу до крови. Корсеты, в которых невозможно нормально дышать. Тонны грима, который к концу смены превращает лицо в маску. Бесконечные интервью. Бесконечные камеры. Бесконечная необходимость улыбаться, даже когда хочется выть. И еще одна вещь, о которой почти никто не говорит вслух. Языковая ловушка. Мирьем выучила турецкий блестяще. Но она научилась говорить на нем, не думать. А когда ты целый день играешь чужую жизнь, чужую эпоху, чужие эмоции на чужом языке, в какой-то момент ты перестаешь понимать, где заканчивается роль и где начинаешься ты сам. Она потом признается, иногда, возвращаясь домой после смены, она ловила себя на том, что говорит со своим отражением голосом Хюррем. Что плачет о вещах, которые произошли не с ней, а с ее героиней. Что злится на людей XVI века так,
как будто они стоят перед ней сейчас. Это называется красивым словом «растворение в роли». Психологи называют это иначе и куда менее красиво. А вокруг никто. Понимаете? Вокруг миллионы поклонников, сотни сотрудников, десятки коллег. Но рядом, по-настоящему рядом, никого. Семья в Германии. Старые друзья в Германии. Привычный язык, привычная еда, привычный воздух – все в Германии. А она здесь, в этом золотом стамбульском дворце, под прицелом полумира. И вот в этот момент, когда Хюррем на экране подчиняет себе султана и всю империю, настоящая Мерьем Узерли внутри себя начинает терять контроль. Первый это заметит не врач. И не близкий человек. Первый это заметит сама камера. Потому что есть моменты в более поздних сезонах «Великолепного века», где в глазах Хюррем мелькает что-то такое, чего там не должно быть по сценарию. Не игра. Не задумка режиссера. Что-то настоящее. Что-то усталое. Что-то на грани. Кто-то из критиков потом скажет, а она играла гениально. А правда была проще и страшнее. Она уже не играла. Она держалась. И в один момент перестала. Потому что за блеском камер скрывалось то, о чем Мерьем Узерли долго, очень долго молчала. Третий сезон «Великолепного века». Снаружи – пик. Внутри – ад. Чтобы вы понимали масштаб того, что происходило за кулисами, дайте я нарисую вам один обычный день из жизни Мерьем Узерли в этот период. Подъем в 4 утра. Не в 5. Не в 6. В 4. Потому что в 6 уже надо быть в гримерке. А гримироваться под Хюррем – это не 15 минут на тон и тушь. Это 2, иногда 2,5 часа. Парик. Сложная историческая прическа. Бровей нужного изгиба. Кожа, выбеленная под 16 век. Линза. Тяжелейшие украшения, которые крепятся прямо к голове и оттягивают шею до боли в позвоночнике. Потом корсет. Настоящий, исторический по конструкции. В нем нельзя нормально вдохнуть. Нельзя нормально сесть. Нельзя нормально поесть. Многие актрисы «Великолепного века» позже признавались, что в перерывах не ели вообще, потому что любая еда внутри корсета превращалась в пытку. Дальше смена. 14 часов. 16 часов. Иногда 18. Сцены, в которых нужно плакать. Сцены, в которых нужно кричать. Сцены, в которых нужно бесконечно повторять одну и ту же эмоцию по 20 дублей, потому что то свет не тот, то камера, то партнер забыл реплику. А потом домой. В пустую квартиру. Снять с себя килограммы грима. Смыть с лица Хюррем, которая никак не хочет смываться. Лечь спать. И через несколько часов снова в 4 утра вставать. И так неделями. Месяцами. Годами. Мерьем Узерли потом расскажет, в какой-то момент она забыла, как выглядит ее собственное лицо. Без грима, без линз, без парика. Она смотрела в зеркало в редкие выходные и видела там не себя. Видела чужую уставшую женщину. Без возраста. Без эмоций. Просто пустую. Это первая трещина. Психологическая. Но была и вторая. Физическая. Турецкие сериалы того времени – это совершенно отдельная индустриальная машина. Серия длится не 40 минут, как в Америке. И не 50, как в Европе. Серия «Великолепного века» длится 2 часа. Иногда 2,5. То есть фактически каждая серия – это полноценный фильм. И таких фильмов,
нужно выпускать по одному в неделю. Посчитайте сами, какой это объем текста. Какой это объем сцен? Какой это объем подготовки? В Голливуде за такие сроки актеров давно бы забрал профсоюз. В Турции профсоюза, способного это остановить, не было. Контракт подписан – работай. Заболел – работай. Не спал 3 суток – работай. Хюррем не может болеть. У Хюррем рейтинги. И Мирьем Узерли работала. Стиснув зубы. Глотая обезболивающее. Выходя в кадр с температурой. Играя любовные сцены, когда внутри хотелось только одного – лечь и закрыть глаза. А потом появилась 3-я трещина. Самая глубокая. И о ней до сих пор говорят шепотом. На съемочной площадке «Великолепного века» Мирьем встретила мужчину. Турецкого бизнесмена. Я не буду здесь подробно называть имена, потому что эта история до сих пор окутана таким количеством слухов, что отделить правду от вымысла практически невозможно. Но факт остается фактом. У Мирьем Узерли в этот период начались серьезные, очень болезненные отношения. И, как часто бывает с людьми на вершине, эти отношения были неравными. Он старше, опытнее, увереннее в своем мире. Она молодая, эмоциональная, выжатая работой досуха. Она искала в нем опору. Она искала того, кто скажет ей «отдохни». Я рядом. Все будет хорошо. А получила совсем другое. Турецкая пресса позже напишет о ссорах. О сценах ревности. О слезах. О том, что отношения то рвались, то возобновлялись, и каждый такой круг забирал у нее последние силы, которые еще оставались после смены. Представьте себе на минуту. Вы работаете по 16 часов в сутки. Вы играете самую сложную роль в своей жизни на чужом языке. На вас смотрят 500 000 человек. Ваша семья за 2000 километров. А единственный человек, рядом с которым вы хотели бы выдыхать вечером, становится не убежищем, а еще одним полем боя. И все это одновременно. Журналисты, которые видели ее в этот период, потом говорили одно и то же. Мирьем перестала улыбаться вне камер. На красных дорожках – улыбка. На пресс-конференциях – улыбка. А за кулисами, в коридорах, в гримерке – пустота в глазах. Та самая пустота, которую ни один хороший гример уже не мог замазать тональным кремом. Появились первые тревожные звоночки. Опоздания на смены. Маленькие, не критичные, на полчаса, на час. Но для машины великолепного века, где каждая минута расписана и каждая минута стоит $1000, это уже был сигнал. Срывы во время дублей. Слезы, которые приходили не по сценарию. Несколько раз ей становилось плохо прямо на площадке. Продюсеры сначала закрывали на это глаза. Хюррем была курицей, несущей золотые яйца. Ее нельзя было трогать. Ее нельзя было ограничивать. Но и помогать ей никто особо не торопился. Потому что в этой индустрии у человека ровно столько ценности, сколько у него рейтингов. И вот здесь Мирьем Узерли совершила то, что в ее положении совершают многие. Она пошла к врачам. Тихо. Без шума. Без публики. Просто чтобы кто-то сказал ей: «С тобой все в порядке. Ты просто устала». Но врачи сказали не это. Врачи сказали то, что она не хотела слышать. То, что не вписывалось ни в ее график, ни в ее контракт, ни в ее представление о себе самой. То, что в ее ситуации звучало почти как приговор. И именно после этого визита к врачам Мирьем Узерли впервые серьезно задумалась о том, чтобы уйти. Бросить. Хюррем. Великолепный век. Турцию.
Все. Но контракт был железным. А последствия его разрыва, финансовые, профессиональные, человеческие, такими, что просто встать и уйти было нельзя. Она оказалась в ловушке. В золотой, расшитой бриллиантами клетке, но все-таки в клетке. И мы сейчас подходим к тому самому моменту, ради которого, я думаю, многие из вас включили это видео. К моменту, когда о Мирьем Узерли впервые заговорил весь мир, но уже совсем не как о звезде, а как о женщине, с которой случилось что-то очень нехорошее. Конец 2012 года. Стамбул. Съемочная площадка «Великолепного века» работает в обычном режиме, то есть на износ. Камеры, костюмы, массовка, павильоны дворца Топкапы выстроены с такой точностью, что даже специалисты по истории признавали, это самое детальное воссоздание Османского двора в кино за всю историю. И вот в один из таких рабочих дней Мирьем Узерли просто не приходит на смену. Не опаздывает. Не задерживается. Не присылает сообщение «буду через час». Ее просто нет. Сначала продюсеры подумали, что это какое-то недоразумение. Позвонили. Телефон молчит. Поехали к дому. Дома никого. Спросили у ее ассистентов. Ассистенты не знают. И тут в стамбульской прессе начинает раскручиваться слух, от которого у всей съемочной группы холодеет в груди. Мирьем Узерли улетела в Германию. Без предупреждения. Без объяснений. Без обратного билета. Хюррем Султан, главная героиня самого дорогого сериала Турции, исчезла. Для индустрии это была катастрофа. Понимаете, что такое остановка съемок «Великолепного века»? Это сотни людей без работы. Это десятки тысяч долларов убытков в день. Это рекламодатели, которые звонят и требуют объяснений. Это телеканал, у которого в эфирной сетке зияет дыра. Это 500 миллиона зрителей по всему миру, которые во вторник вечером не получат свою серию. Продюсеры в ярости. Турецкая пресса в недоумении. Поклонники в панике. По социальным сетям мгновенно расползаются версии, одна страшнее другой. Версия первая. Скандал на площадке. Поссорилась с режиссером, хлопнула дверью. Версия вторая. Конфликт с партнером по сериалу Халитом Эргенчем, который играл Султана Сулеймана. Кто-то утверждал, что между ними напряженные отношения, кто-то, наоборот, что слишком близкие. Версия третья. Финансовый спор. Якобы Мирьем потребовала повышения гонорара, ей отказали, и она в знак протеста улетела домой. Версия четвертая, самая громкая. Беременность. А еще через несколько дней появилась пятая. И вот она была ближе всех к правде. Но ее, как ни странно, обсуждали меньше всего. Потому что эта версия звучала не сенсационно, а очень буднично и страшно. Психологическое истощение. Нервный срыв. Она просто не выдержала. Что произошло на самом деле в те дни, Мирьем Узерли потом расскажет сама. И когда она это расскажет, многим станет стыдно за то, как они ее обсуждали. А произошло вот что. В один из обычных вечеров, после очередной 16-часовой смены, она вернулась домой. Сняла грим. Сняла костюм. Села на кровать. И поняла, что не может встать. Не физически могла. А внутренне. Не могла заставить себя завтра снова идти туда. Не могла заставить себя снова стать Хюррем. Не могла заставить себя еще хоть один день делать вид, что все в порядке. А она позвонила маме. В Кассель. И сказала одну фразу, которую матери таких дочерей запоминают на всю жизнь: «Мама, забери меня домой». Урсула,
Ее немецкая мать не задавала вопросов. Не уговаривала. Не говорила: «Подожди, доработай сезон». Она сказала только: «Бери паспорт и приезжай». И Мирьем Узерли, не предупредив никого из продюсеров, не предупредив агента, не предупредив пресс-службу, собрала маленькую сумку, села в самолет и улетела в Германию. В тот самый тихий Кассель, из которого когда-то так стремилась вырваться. Туда, где ее ждала мама. Где никто не называл ее Хюррем. Где можно было просто лежать на кровати в детской комнате и молчать. В Стамбуле в это время разгорается медийный пожар. Продюсеры выступают с официальным заявлением: актриса нарушила контракт. Готовятся юридические претензии. Суммы штрафов, которые называет турецкая пресса, от сотен тысяч до миллионов долларов. Журналисты дежурят у ее стамбульской квартиры. Папарацци пытаются вычислить, в каком именно городе Германии она находится. Кто-то прорывается к ее отцу, Хусейну, за комментариями. Он отказывается говорить. А в эфирной сетке тем временем паника. Авторы сериала в авральном режиме переписывают сценарий. Часть сцен, где должна была быть Хюррем, перемонтируют. Часть снимают со спины с дублершей. Сериал идет дальше, но всем очевидно, что без нее это уже не то. И вот в этот момент, в самый разгар скандала, происходит то, что в индустрии случается крайне редко. Мирьем Узерли, после нескольких недель молчания, выходит на связь сама. Ни через адвокатов, ни через пресс-службу, ни через официальные каналы. Она дает интервью и говорит вещи, которых от нее никто не ожидал. Она говорит, что устала, что больше не может, что ее здоровье важнее любого сериала, любого контракта и любых денег. И впервые публично произносит слово, которое до этого никто не связывал с ее именем. Диагноз. Тот самый, который ей поставили врачи в Германии. Тот самый, ради которого она и улетела. И когда она его произнесет, мир замрет. Потому что одно дело – обсуждать капризную звезду, которая сбежала со съемок. И совсем другое – узнать, что эта звезда последние месяцы фактически боролась за свою жизнь. Об этом диагнозе в следующей главе. Слово, которое произнесли немецкие врачи, по-русски звучит так – выгорание. По-английски – «бернаурт». Но в ее случае это было не просто бытовое выгорание, о котором сейчас принято говорить в каждой второй статье в интернете. Врачи говорили о настоящем клиническом состоянии. О том, что в медицине называется тяжелым эмоциональным и физическим истощением с депрессивным компонентом. И, по разным сведениям, рядом с этим диагнозом стояло еще одно слово, о котором турецкая пресса напишет позже, и которое сама Мирьем будет подтверждать осторожно и постепенно. Депрессия. Не модная, не легкая, не «Ой, у меня сегодня плохое настроение», а настоящая, медицинская, тяжелая. Чтобы вы поняли, что это такое, представьте, что внутри вас выключили свет. Вы просыпаетесь утром и не понимаете, зачем вставать. Вы смотрите на свою чашку кофе и не можете заставить себя поднять руку. Вы знаете, что у вас вроде бы есть все, о чем другие только мечтают, и вы не чувствуете ничего. Ни радости, ни гордости, ни даже грусти. Просто пустота. Толстая, ватная, бесконечная. Вот в таком состоянии Мирьем Узерли прилетела в Германию. Ее сразу же положили в клинику. Тихую, дорогую, закрытую от прессы. Это очень важный момент, и я хочу, чтобы вы его поняли. В Германии медицина устроена по-другому. Если врач видит, что человек на грани, его не отправляют домой с горстью таблеток. Его кладут под наблюдение. На недели. Иногда на месяцы.
Мирьем провели через полный курс обследования. Кровь, гормоны, нервная система, сердце. И картина, которая получилась, по словам тех, кто был тогда рядом, была пугающей. Организм 28-летней женщины работал на износ. Уровень стрессовых гормонов зашкаливал. Иммунитет на нуле. Сон фактически отсутствовал. Она годами не спала по-настоящему. Параллельно с физическим обследованием психотерапия. Каждый день. По часу, по 2, по 3. С разными специалистами. И вот здесь, на этих сессиях, Мирьем Узерли впервые в жизни начала говорить вслух о вещах, о которых до этого молчала. Она рассказывала о детстве в Касселе. О том, как чувствовала себя чужой среди светловолосых одноклассниц. О том, как с 5 лет привыкла выступать, то есть угождать, нравиться, играть. О том, что Слава Хюррем дала ей не свободу, а наоборот, окончательно лишила права быть собой. Она рассказывала о тех самых отношениях с турецким бизнесменом. И когда она об этом говорила, психотерапевты, по слухам, фиксировали в ее речи признаки того, что в литературе называется эмоциональным насилием. Когда человека не бьют, но методично, день за днем, обесценивают, давят, заставляют сомневаться в себе. Она рассказывала о съемочной площадке, о режимах, о корсетах, о том, как однажды в перерыве она сидела в гримерке, посмотрела в зеркало и не узнала свои собственные глаза. Сказала вслух: «Кто ты?» И испугалась, потому что не смогла ответить. И врачи слушали. И впервые за очень долгое время рядом с ней были люди, чьей задачей было не выжать из нее еще одну серию, еще одну сцену, еще одну улыбку на красной дорожке. Их задачей было спасти ее. В это же время в Турции разгорается новая волна. Когда стало известно, что речь идет не о капризе, а о серьезном медицинском состоянии, часть прессы развернулась на 180 градусов. Появились сочувственные статьи. Появились публичные извинения от тех журналистов, которые еще неделю назад писали о ней как о зазвездившейся немке. Появились поклонники, которые стояли у турецких больниц с плакатами «Мирьем, мы с тобой». Но другая часть прессы и индустрии повела себя совершенно иначе. И вот здесь я скажу вещь, которая мне самому, как автору, очень неприятна. Часть продюсеров и менеджеров публично заявила, что диагноз – это уловка. Что Мирьем придумала болезнь, чтобы выбить из контракта более выгодные условия. Что ее срыв – это не настоящий срыв, а инструмент шантажа. Понимаете, да? Женщина лежит в клинике. Женщина буквально не может встать с кровати без таблеток. А ей с экранов и со страниц газет говорят: ты симулируешь. Ты играешь. Ты обманщица. И знаете, что самое страшное? Многие зрители тогда в это поверили. Потому что зрителю всегда удобнее верить, что звезда зазналась, чем признать, что любимый сериал был построен на чужой выгоревшей нервной системе. В клинике Мирьем Узерли провела несколько месяцев. По разным данным, от 2 до 4. Точные сроки она сама никогда публично не называла. И это, кстати, очень характерно для людей, прошедших через клиническую депрессию. Они не хотят возвращаться к этим датам. Они не хотят считать дни. Они просто хотят, чтобы это никогда больше не повторилось. Постепенно, очень медленно, шаг за шагом, она начала возвращаться к жизни. Появились первые нормальные часы сна. Первая утренняя прогулка по парку рядом с клиникой. Первый ужин, который она съела не потому, что надо, а потому, что захотелось. Первая встреча с матерью, на которой она не плакала. И в этот момент, ровно в этот момент, из Турции снова раздался звонок. Продюсеры предлагали ей вернуться. На особых условиях. С пересмотренным графиком.
с повышенным гонораром, с обещаниями, что теперь все будет по-другому. И Мирьем Узерли стояла перед выбором, который, я думаю, понятен каждому из вас. С одной стороны, невероятные деньги, мировая слава, любимая роль, миллионы поклонников. С другой – клиника, из которой она только-только начала выходить. Здоровье, которое только-только начало возвращаться. Тихая жизнь в Касселе, где ее никто не дергает. Что выберет 28-летняя женщина, которая всю жизнь мечтала именно об этой профессии и именно об этой роли? Об этом в следующей главе. И там, поверьте, будет момент, после которого многие из вас, я уверен, скажут вслух «молодец». Я бы так не смог. Весна 2013 года. Мирьем Узерли уже не в клинике, но еще и не в большом мире. Она в подвешенном состоянии. В том самом хрупком моменте, когда человек после тяжелой депрессии впервые начинает чувствовать вкус кофе, замечать солнце на стене и думать о завтрашнем дне без ужаса. И именно в этот момент перед ней лежит контракт. Не просто контракт. Предложение, от которого, как принято говорить, невозможно отказаться. Продюсеры великолепного века готовы пересмотреть все. Сократить смены. Увеличить гонорар. По разным сведениям, ей предлагали суммы, доходящие до 40, а по некоторым данным и до 50 тысяч долларов за серию. Плюс рекламные контракты. Плюс роль в продолжении. Плюс возможность остаться в истории как женщина, которая довела Хюррем до конца. Деньги, которые в ее положении звучали почти как насмешка. Потому что одной рукой ей протягивали богатство, о котором мечтают миллионы, а другой фактически возвращали в ту самую комнату, из которой она еще несколько месяцев назад не могла встать. Мирьем взяла время на размышление. Она советовалась с матерью, с психотерапевтом, с 2-3 близкими людьми, которые остались рядом после того, как медийная буря смыла всех друзей-однодневок. И в какой-то момент приняла решение. Она ответила «нет». Я хочу, чтобы вы на секунду задержались на этом «нет». Потому что в нашем мире, где успех измеряется цифрами на счете и количеством подписчиков, отказаться от такого предложения – это поступок, на который способен далеко не каждый. 28-летняя женщина, только что вышедшая из клиники, с мировым именем, но без стабильности, с обвинениями в прессе, что она все придумала, с продюсерами, которые угрожают многомиллионными исками. И в этой ситуации она говорит: «Мое здоровье дороже». В Турции это решение восприняли по-разному. Часть поклонников аплодировала. Часть была в ярости: «Как ты могла бросить Хюррем?» Часть прессы развязала новую волну атак. Появились публикации о том, что Мирьем никогда больше не получит роли, что ее вычеркнут из индустрии, что она совершила профессиональное самоубийство. И, надо честно сказать, в этих угрозах была доля правды. Турецкая индустрия – мир тесный. Обиженные продюсеры умеют долго помнить. Несколько лет после ее ухода Мирьем Узерли действительно почти не появлялась в больших турецких проектах. Ей предлагали, и она отказывалась. Ей не предлагали, и она ждала. Но именно в этот период с ней произошло что-то очень важное. То, что в ее предыдущей жизни было просто невозможно. У нее появилось время. Время на себя. Время на тишину. Время, чтобы заново познакомиться с 30-летней женщиной, в которую она к тому моменту превратилась. Она вернулась в Германию. Жила между Касселем и Берлином. Снова, как в подростковые годы, гуляла по знакомым улицам, заходила в маленькие кафе, читала книги, которые годами лежали недочитанными.
записалась к новым педагогам по актерскому мастерству. Не потому, что нужно было, а потому, что захотелось. Впервые за очень долгое время захотелось. И именно в этот период тишины произошло то, что изменило ее жизнь окончательно. Она встретила мужчину. Не публичную фигуру, не звезду, не продюсера. Обычного, нормального, спокойного мужчину, с которым можно было пить кофе утром и не бояться, что фотографы караулят за углом. И впервые в жизни Мерьем Узерли почувствовала то, чего раньше не чувствовала никогда, что ее можно любить не за роль, не за лицо с обложки, не за то, что она та самая Хюррем, а просто так. За то, что она – это она. Кстати, и вот вам тот самый интересный факт, который многие о ней не знают. При всей своей славе, при всех своих миллионах подписчиков, при всем этом ослепительном дворце великолепного века, Мерьем Узерли в обычной жизни абсолютная домоседка. Люди, которые с ней работали, рассказывали, в свободные дни она почти не выходит на тусовки. Не любит шумные вечеринки. Не ездит на громкие премьеры, если ее не обязывают. Ее идеальный вечер – это пижама, плед, кружка чая и старый черно-белый фильм. Знаменитая Хюррем Султан, которая интригами поставила на колени империю, в реальной жизни тихий интроверт, который предпочитает книги вместо клубов. И, может быть, именно это и спасло ее после всего пережитого. И, дорогие зрители, прежде чем мы пойдем дальше, я очень попрошу вас об одной маленькой, но важной вещи. Если вам интересно, нажмите на кнопку подписки прямо сейчас. Поставьте лайк. Не откладывайте на потом, потому что потом в нашей жизни обычно не наступает. Это правда очень помогает каналу и помогает таким историям доходить до тех людей, которым они сейчас особенно нужны. И, главное, не выключайте ролик. Потому что то, что будет дальше, это уже не история про срыв. Это история про возвращение. И там будет момент, ради которого, мне кажется, и стоит рассказывать такие судьбы. Дальше ее беременность, о которой ползли самые странные слухи. Дальше рождение дочери, которая перевернула ее отношение к самой себе. Дальше болезненный разрыв, после которого многие думали, что она снова сорвется, а она не сорвалась. Дальше ее возвращение в кино уже совсем другой женщиной. И, наконец, дальше то, что Мерьем Узерли сегодня говорит молодым актрисам о цене славы. Говорит вещи, которые, я уверен, многие из вас захотят пересмотреть дважды. Так что наливайте себе чай, устраивайтесь удобнее. Самое настоящее только начинается. А пока Мерьем Узерли, 30-летняя, спокойная, впервые за много лет улыбающаяся не на камеру, а самой себе, узнает о том, что скоро станет матерью. 2017 год. Мерьем Узерли, 34. Прошло почти 4 года с тех пор, как она вышла из клиники. 4 года тишины, восстановления, маленьких шагов. 4 года, за которые она научилась самой важной ее положении вещи – говорить «нет». Нет проектам, которые ее ломают. Нет людям, которые ее обесценивают. Нет самой себе, когда внутренний голос снова шепчет «соглашайся, ты должна, ты обязана». И именно в этот период жизни, спокойный, выстроенный, наконец-то ее собственный, она узнает, что беременна. Отец ребенка – тот самый мужчина, с которым она встретила свое новое «я». Турецкий бизнесмен по имени Джан Атеш. Не звезда. Не публичная фигура. Человек из другого нормального мира, где не бывает 16-часовых смен и парика, который натирает голову до крови. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что турецкая пресса, едва узнав о беременности, делает то, что турецкая пресса умеет лучше всего. Раздувает. Слухи поползли мгновенно.
Беременна ли она вообще? Не специально ли подгадала под возвращение в индустрию? Не пиар ли это? Не выйдет ли она замуж в 6-месячном платье прямо на красной дорожке? А Мирьем Узерли – та самая Мирьем, которую раньше эти заголовки могли довести до слез и до клиники, на все это реагирует совершенно иначе. Она просто молчит. Закрывает социальные сети. Уезжает рожать в Германию. И впервые за всю ее взрослую жизнь никто, абсолютно никто из прессы не знает, где она и что с ней. 20 февраля 2018 года. В Берлине у Мирьем Узерли рождается дочь. Девочку называют Лара. Маленькое, мягкое, не османское, не пафосное, простое европейское имя. И в этом имени вся новая Мирьем. Никакого блеска. Никакой 16-вековой пышности. Просто Лара. И вот здесь, дорогие зрители, происходит то, о чем сама Мирьем Узерли позже скажет в интервью почти дословно: «Мой ребенок спас меня от меня самой». Понимаете, что это значит? Это значит, что та внутренняя пустота, которая раньше затягивала ее, как воронка, впервые в жизни оказалась чем-то заполнена. И не ролью, ни славой, ни аплодисментами полумиллиарда зрителей, а маленьким теплым существом, которому от тебя не нужны ни рейтинги, ни корсеты, ни турецкий язык. Которому нужна только ты. Просто ты. Любая ты. Для женщины, которая годами жила в режиме «я ценна только тогда, когда хорошо играю», это был не просто переломный момент. Это была революция. Мирьем Узерли позже расскажет, что первые месяцы материнства она почти не спала, но это была совсем другая бессонница. Не та, выжимающая, на грани срыва. А та, в которой ты сидишь ночью у кроватки, смотришь, как у твоего ребенка двигается грудная клетка, и впервые в жизни не хочешь быть никем другим. Ни Хюррем, ни звездой, ни даже более молодой версией себя. Ты хочешь быть здесь, с этим маленьким человеком, в этой тишине. Но жизнь не сценарий с хэппи-эндом. И именно в тот момент, когда казалось, что все наконец сложилось, приходит второй переломный момент. Отношения с Джаном Матешем начали трещать. Никто из них публично никогда не объяснит до конца, что именно произошло. Мирьем, потому что не любит выносить личное на публику. Он, потому что просто не публичный человек. Но факт остается фактом. Примерно через год после рождения Лары пара расстается. Тихо, без скандалов, без громких заявлений. Просто каждый идет своей дорогой. И вот тут, я думаю, многие зрители, которые следили за ее историей, в этот момент внутренне сжались. Потому что предыдущий разрыв в Стамбуле в эпоху Хюррем ее сломал. Тот разрыв стал одной из причин клиники. И когда стало известно о расставании с Джаном Матешем, в социальных сетях полетели тревожные комментарии. Только бы она снова не сорвалась, только бы выдержала, только бы рядом с ней были правильные люди. А Мирьем Узерли выдержала. И вот это, на мой взгляд, самая важная часть ее истории. Потому что одно дело – вынырнуть из дна один раз. Это, скажем прямо, чудо. А вот удержаться на ногах второй раз, когда жизнь снова толкает тебя в ту же самую дверь, это уже не чудо. Это работа. Это годы терапии. Это твердо усвоенный навык говорить себе: «Стоп. Я уже здесь была. Я туда больше не вернусь». Она не вернулась. Она осталась с дочерью. Перестроила быт. Перевезла ее часть времени в Стамбул, часть в Германию. Договорилась с отцом ребенка о цивилизованном совместном воспитании, без войны, без раздела имущества через прессу, без публичных оскорблений. И, что особенно важно, начала постепенно, очень осторожно возвращаться в профессию.
Но уже совсем по-другому. Никаких 16-часовых смен. Никаких контрактов, привязывающих ее на годы. Никаких ролей, в которых нужно умирать ради рейтингов. Она выбирает проекты сама. По одному. Не торопясь. Спрашивая себя перед каждым: «Я хочу этого?» Или мне просто говорят, что я должна этого хотеть? И вот здесь, дорогие зрители, мы подходим к тому, как Мирьем Узерли вернулась в индустрию. К проектам, которые она выбрала после Хюррем. К тому, как турецкая публика ее встретила. И к тому, как изменилась сама Мирьем внешне, внутренне, профессионально за эти годы. Потому что женщина, которая сегодня выходит на красной дорожке Стамбула, это уже не та испуганная 28-летняя девочка с парика и корсета. Это совсем другой человек. И именно об этом следующая глава. 2019 год. Турция. Анонс нового сериала под названием «Можно ли простить?» По-турецки «Аффедершен». И главную женскую роль в нем играет Мирьем Узерли. 6 лет после ее исчезновения со съемок «Великолепного века». 6 лет, в течение которых турецкая индустрия то проклинала ее, то ждала, то делала вид, что забыла. И вот она возвращается. Но возвращается уже совсем другой женщиной. Понимаете, есть огромная разница между возвращением и реваншем. Реванш – это когда ты приходишь обратно, чтобы всем что-то доказать. Возвращение – это когда ты приходишь, потому что внутри созрело. Без злости. Без «я вам еще покажу». Без необходимости в чьем-то одобрении. Мирьем Узерли вернулась именно вторым способом. И это было видно с первой же минуты. Первое, что заметили журналисты на пресс-конференции по новому сериалу, она изменилась внешне. Не в смысле пластики или ботокса, хотя об этом турецкая пресса, конечно, тоже посплетничала. А в смысле взгляда. Той самой пустоты, которая была у нее в глазах в последний год съемок «Великолепного века», больше не было. На ее месте стояло что-то другое. Спокойствие. Тяжелое, выстраданное, заработанное. Второе, что заметили коллеги по площадке, она стала по-другому работать. Раньше отдавала себя без остатка. Теперь отдавала ровно столько, сколько может отдать здоровый человек. Раньше соглашалась на любые переработки. Теперь спокойно говорила: смена закончена, я ухожу. Раньше носила корсет до обмороков. Теперь заранее обсуждала с костюмерами, что переносит, а что нет. Для турецкой индустрии, привыкшей выжимать из актеров последнее, это было почти революцией. Молодые актрисы, которые приходили на площадку, смотрели на нее, как, например. Потому что Мирьем Узерли, первой из звезд ее уровня, вслух сказала индустрии: так больше нельзя. Сериал «Можно ли простить» прошел сдержанно. Не стал новым «Великолепным веком», но никто, кроме самой бульварной прессы, этого и не ждал. Важно было другое. Важно было то, что она снова в кадре. Что она работает. Что она не сломалась. А дальше последовали другие проекты. Сериал «Любовная ловушка», по-турецки «Севдеем Малабора». Затем «Дворец Йылдыз», «Уэльдизет Сарай». Затем рекламные контракты с крупными косметическими брендами, в том числе с международными. И, что особенно интересно, несколько европейских проектов. На немецком языке. На ее родном языке. На том самом языке, на котором она 30 лет назад впервые сказала маме: «Я хочу быть актрисой». И вот здесь небольшой, но очень важный поворот в ее карьере. Мирьем Узерли начала строить себя как актрису двух миров. С одной стороны, Турция,
где ее по-прежнему боготворят как Хюррем Султан. С другой – Германия и Европа, где ее знают как серьезную драматическую актрису с серьезной биографией. И, что особенно красиво, она перестала стесняться ни одной из этих половинок. Раньше, в детстве в Касселе, стеснялась турецкой крови. В юности в Турции стеснялась немецкого акцента. Теперь приняла обе. И начала использовать обе как профессиональный инструмент. Параллельно материнство. Дочь Лара растет. Мирьем регулярно публикует ее фотографии в социальных сетях, но никогда не показывает лицо. Только маленькая ручка. Только волосы со спины. Только силуэт на закате. Этот принцип – защищать ребенка от того, через что она сама прошла, она держит железно. Никаких интервью с дочерью. Никаких съемок в рекламе. Никакой эксплуатации детского образа. Лара живет нормальной жизнью обычного ребенка, насколько это вообще возможно с такой мамой. И, наконец, еще одна важная тема, которая входит в ее жизнь в этот период. Благотворительность и общественная позиция. Мирьем Узерли начинает говорить вслух о том, о чем раньше молчала. О психическом здоровье. О выгорании. О том, что актеры – это не машины. О том, что молодым девушкам, мечтающим о славе, нужно понимать, какая цена иногда стоит за блеском красной дорожки. Она дает интервью немецким изданиям, потому что в Германии о таких темах говорят более открыто. Она встречается с молодыми актрисами. Она поддерживает фонды, занимающиеся помощью людям в депрессии. И знаете, что особенно ценно? Она никогда не делает из этого пиар. Не пишет в каждом посте: «Смотрите, какая я молодец». Делает тихо. Точечно. По-человечески. Турецкая публика ее приняла обратно. Не вся, конечно. Часть фанатов «Великолепного века» так и не простила ей того ухода со съемок и до сих пор оставляет ядовитые комментарии под ее фотографиями. Но большинство поняло. Особенно после того, как сама индустрия в Турции начала меняться. После того, как несколько других актеров и актрис в последующие годы публично признались в выгорании, в депрессии, в проблемах с психическим здоровьем. И стало ясно, Мирьем была не капризной немкой. Мирьем была первой, кто сказал вслух то, о чем молчали все. Сегодня, в 2024-2025 годах, Мирьем Узерли – это женщина за 40. Со взрослеющей дочерью. С устойчивой, разнообразной карьерой между двумя странами. С квартирой в Стамбуле и домом в Германии. С друзьями, которых можно пересчитать по пальцам одной руки, и которые рядом уже много лет. Она не олигарх. Не суперзвезда первого эшелона мирового кино. Не икона стиля с миллиардными контрактами. Но она живая. И счастливая. По-настоящему. Той самой простой, спокойной, заработанной кровью и слезами обыкновенностью, которую невозможно купить ни за какие деньги. И именно об этом, о том, что она сама сегодня думает о своей истории, что говорит молодым актрисам, и какой главный урок она вынесла из всего пережитого, мы поговорим в следующей главе. Потому что, поверьте, фразы, которые Мирьем Узерли произносит сегодня в своих интервью, заслуживают того, чтобы их выписать и повесить над рабочим столом. Особенно, если в вашей собственной жизни сейчас идет период, когда вы тоже работаете на износ ради чужих ожиданий. Если собрать вместе все интервью, которые Мирьем Узерли дала за последние несколько лет, турецкие, немецкие, англоязычные, и выписать из них главное, получится своего рода тихий учебник жизни. Не громкий. Не пафосный. Без цитат в позолоченных рамках. Просто несколько мыслей, которые женщина, прошедшая через ад и вернувшаяся, проговаривает спокойным голосом, потому что они выстраданы.
И первое, что она говорит почти в каждом своем интервью, звучит примерно так: «Самое страшное в моей истории было не то, что я сорвалась. Самое страшное, что я этого не замечала». Вдумайтесь в эту фразу. Потому что она универсальна. Она не только про актерскую профессию. Она про всех нас. Мирьем рассказывает, она годами шла к точке срыва и ни разу не остановилась. Не потому, что не было сигналов. Сигналов было сколько угодно. Бессонница. Потеря веса. Слезы по утрам без причины. Отвращение к работе, которую она когда-то любила. Ощущение, что внутри тебя пустая комната. Все эти сигналы были. Но она их игнорировала. Потому что ее научили: ты должна. Ты обязана. Ты не можешь подвести. Другие держатся, и ты держись. И вот это, по ее словам, самая опасная ловушка современного человека. Не сама усталость, а привычка считать усталость нормой. Привычка говорить себе: у всех так. У всех тяжело. Я не имею права жаловаться. Имеете право, говорит сегодня Мирьем Узерли молодым девушкам, которые приходят к ней за советом. Вы имеете право устать. Имеете право сказать «нет». Имеете право уйти со съемочной площадки, из офиса, из отношений, из города, если чувствуете, что вас ломает. И это не слабость. Это инстинкт самосохранения, который во многих из нас задавили в детстве. Вторая мысль, которую она повторяет, про деньги и славу. Когда журналисты задают ей вопрос, не жалеет ли она, что ушла из великолепного века на пике, что потеряла миллионы, что ее карьера могла бы пойти совсем иначе, Мирьем отвечает примерно одинаково. И в ее ответе нет ни секунды сомнения. «Жалела бы», — говорит она, — «если бы лежала сегодня в той же клинике. Или если бы меня вообще уже не было. Деньги, которые я могла бы заработать за эти годы, это деньги, которые мне было бы некому тратить». И вот это, дорогие зрители, фраза, ради которой, мне кажется, и стоит рассказывать такие истории. Потому что мы все живем в эпоху, когда успех измеряется цифрами. Подписчики, гонорары, квартиры, машины, должности. И почти никто из публичных людей не говорит вслух простую вещь: ни одна из этих цифр не имеет значения, если внутри тебя пусто. Третья мысль Мирьем про слово «нет». Она часто говорит, что главный навык, которому ее научила терапия, это умение отказывать. Без чувства вины. Без долгих объяснений. Без необходимости оправдываться. Раньше, вспоминает она, если кто-то просил меня о чем-то, и я не хотела соглашаться, я могла часами придумывать причины. Болезнь. Срочное дело. Семейные обстоятельства. Что угодно, лишь бы не сказать просто «нет, я не хочу». Потому что мне казалось, что «не хочу» — это недостаточное основание. Что я обязана объясниться. Сейчас, говорит она, я знаю, «не хочу» — это полное и достаточное предложение. После него не нужна запятая. После него нужна точка. Четвертая мысль про материнство. Здесь Мирьем особенно осторожна. Она не идеализирует материнство, как это делают многие звезды в Инстаграме. Не пишет постов «я нашла себя в дочери». Не превращает Лару в свою новую миссию. Наоборот, постоянно подчеркивает, ребенок не должен быть смыслом жизни матери. Иначе матери становится нечего отдавать. «Моя задача, — говорит она, — не сделать из дочери смысл моего существования. Моя задача — быть самым счастливым, наполненным человеком. Тогда у меня будет, что ей дать. Тогда она будет расти рядом с живой мамой,
а не рядом с моим вечным жертвоприношением. И, наконец, пятая мысль, самая, может быть, неожиданная. Про благодарность к тем, кто ее ломал. Это звучит парадоксально. Казалось бы, столько боли. Столько несправедливости. Продюсеры, которые выжимали из нее последнее. Пресса, которая обвиняла ее в симуляции. Партнер, который годами обесценивал. Индустрия, которая выбросила ее на годы после ухода со съемок. Но Мирьем Узерли в интервью немецкому журналу однажды сказала фразу, которую я хочу процитировать почти дословно: «Если бы тогда, в Стамбуле, мне было чуть-чуть полегче, я бы никогда не остановилась. Я бы продолжала жить чужую жизнь дальше. До настоящего конца. Поэтому в каком-то смысле спасибо Тому Аду. Он меня разбудил». И в этом вся ее зрелость. Не злоба. Не реванш. Не «я вам еще покажу». А спокойное, взрослое, все, что со мной произошло, привело меня к той женщине, которой я сегодня являюсь. А этой женщиной я довольна. Сегодня Мирьем Узерли – это не та испуганная девочка из Касселя, мечтавшая стать настоящей актрисой. И не та выжатая до предела Хюррем, не способная встать с кровати. И даже не та женщина, которая выходила из немецкой клиники, не зная, что будет с ней дальше. Сегодня Мирьем Узерли – это человек, который наконец-то знает ответ на свой главный вопрос. На тот самый, который она когда-то с ужасом задала своему отражению в гримерке. «Кто ты?» Сегодня она может ответить. Спокойно. Без дрожи в голосе. Без необходимости играть. «Я – это я». 3 коротких слова, на которые у нее ушло почти 40 лет. И, может быть, ради того, чтобы научиться произносить эти 3 слова, и стоит проходить через все, через что она прошла. И вот мы подошли к самому концу этой истории. К той точке, после которой остается только тишина, и наши собственные мысли о том, что мы сейчас услышали. Зачем мы вообще рассказываем такие истории? Зачем разбираем по часам и по дням жизнь женщины, которую большинство из нас никогда не встретит лично? Какое нам, сидящим по разным городам и странам, дело до того, как 38-летняя немка с турецкими корнями рыдала в гримерке стамбульского павильона 12 лет назад? Ответ простой. Потому что ее история – это не ее история. Это наша история. Мирьем Узерли – это не просто актриса, сыгравшая Хюррем Султан. Мирьем Узерли – это собирательный портрет современного человека, который однажды утром просыпается и понимает, что живет не свою жизнь. Что улыбается не своей улыбкой. Что хочет того, чего на самом деле не хочет. Что работает на износ ради цели, которую ему когда-то кто-то подсунул, и которую он принял за свою. Сколько таких людей сегодня смотрит этот ролик? Сколько менеджеров, врачей, учителей, домохозяек, студентов, водителей, программистов, сколько вас прямо сейчас сидит на своей кухне, на своем диване, в своей машине и узнает в ее истории себя? Не в масштабе, конечно. Не в гонорарах. Не в полумиллиарде зрителей. А в самой сути. В этом ощущении я больше не могу, но не имею права остановиться. Имеете право. Это первый урок, который оставляет нам Мирьем Узерли. Имеете право устать. Имеете право заплакать. Имеете право сказать начальнику, мужу, родителям, друзьям, всему миру слово «нет» и не объясняться. Имеете право выйти из проекта, из брака, из города, из роли, которую вам когда-то навязали. Имеете право быть неудобными. Имеете право быть живыми. Второй урок – никакая слава, никакие деньги, никакие аплодисменты не стоят вашего здоровья. Ни физического, ни психического. Это банально звучит,
пока вы сами не оказываетесь в той самой клинике. А когда оказываетесь, становится поздно банально звучать. Становится правдой, написанной кровью. Третий урок – никогда не поздно начать сначала. Мирьем Узерли в свои 28 думала, что ее жизнь кончена. Что после ухода со съемок ее больше никогда не позовут. Что она потеряла все. А оказалось, она потеряла только то, что и должно было быть потеряно. Чтобы освободилось место для настоящего. Для дочери. Для тишины. Для самой себя. И четвертый, может быть, самый важный урок. Иногда самый сильный поступок в жизни выглядит как слабость. Уйти со съемок мирового хита – это в глазах общества выглядело как слабость. Лечь в клинику выглядело как слабость. Расстаться с отцом ребенка без скандалов и публичной войны тоже выглядело как слабость. А на самом деле, каждый из этих поступков был актом огромной внутренней силы. Просто этой силе нас никто не учит. Нас учат другому. Терпи. Держись. Не показывай слабость. А Мирьем Узерли показала. И именно поэтому выжила. Если вы дослушали этот ролик до конца, вы, скорее всего, не случайный зритель. Скорее всего, что-то в этой истории срезонировало с тем, что происходит у вас внутри прямо сейчас. И, может быть, вам тоже сегодня нужно услышать: остановитесь. Послушайте себя. Спросите себя, ту жизнь ли вы живете? Тех ли людей слушаете? Те ли цели преследуете? И если ответ не очень, то знайте, даже Хюррем Султан в какой-то момент сняла свой парик. И стала собой. Сможете и вы. А теперь несколько слов от себя. Дорогие друзья, если этот ролик вам что-то дал, хотя бы одну мысль, хотя бы одно ощущение, хотя бы одну минуту, когда вы посмотрели на свою собственную жизнь чуть-чуть иначе, пожалуйста, поддержите канал. Это очень просто и совершенно бесплатно, а для нас значит очень много. Поставьте лайк этому ролику. Прямо сейчас, не откладывая. Каждый ваш палец вверх – это сигнал площадки, что такие истории нужно показывать большему количеству людей. А значит, кто-то еще, кому именно сегодня нужны были эти слова, сможет их услышать. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие истории. А впереди их будет много. Истории судеб, которые вы знаете только по обложкам. Истории людей, за блеском которых скрывается совсем другая жизнь. Истории, которые меняют то, как мы смотрим на собственную. И, самое главное, пишите комментарии. Я читаю их все. Расскажите, что вы почувствовали, слушая историю Мирьем Узерли. Узнали ли вы в ней себя? Был ли в вашей жизни момент, когда вам тоже пришлось снять парик и стать собой? Какую роль в чужом сценарии вы играли, и сумели ли из нее выйти? Ваши истории в комментариях – это то, ради чего, на самом деле, и существует этот канал. Мы все здесь друг для друга. И, может быть, ваш комментарий завтра прочитает человек, которому именно ваши слова спасут вечер. А может быть, и что-то большее. Берегите себя. Берегите своих близких. И никогда не забывайте, самая важная роль в вашей жизни – это вы сами. До встречи в следующем выпуске.